I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Его пьесы ставили в театрах, а романы переводили на различные языки. В конце 1980-х маньяк-душитель Джек Унтервегер, отбывавший пожизненное заключение, стал знаменитостью и настоящим героем интеллектуальной элиты Австрии. Вызволить убийцу из тюрьмы помогала даже будущая нобелевская лауреатка по литературе Эльфрида Эллинек. Оказавшись на свободе, серийный убийца отплатил обществу сполна. Унтервегер родился в небольшом австрийском городке Юденбурге в Штирии в 1950 году. Отцом мальчика был американский военнослужащий, а матерью – австрийка Терезия Унтервегер. При рождении ребенку дали имя Йохан. Позже он сменит его на имя Джек. С его слов, он является незаконно рожденным ребенком. Его мама была секс-работницей, а отец – обыкновенным клерком. От их случайной связи и появился Джек. Практически сразу после рождения мать отдает его на воспитание собственному отцу и больше судьбой сына не интересуется. Мальчик растет нелюдимым и злобным. Джек с ранних лет имеет проблемы с законом. Любопытно, что дед, заменивший ребенку отца, научил его вязать своеобразный скользящий узел, который потом станет визитной карточкой маньяка и сыграет определяющую роль в его разоблачении. Впоследствии Унтервегер признавался, что его дедушка был склонен к алкоголизму, поэтому его детство нельзя назвать безоблачным. Но соседи и родственники заявляли другое. Дед Джека действительно был довольно беден, но пил он редко, рассказывала родственница Унтервегера. Старик любил мальчика и старался сделать все, чтобы тот получил образование, не связался с уличными хулиганами. Но авторитет деда не помог избежать тлетворного влияния улицы. Выросший в такой обстановке, Джек по мере взросления проникался все большей и большей ненавистью к собственной матери. Он искренне ненавидел женщину. Парень считал, что она обрекла его на жалкое существование. Дед с воспитанием внука совершенно не справлялся, поэтому отдал его в приют. Оттуда Йохан попал в другую семью. Он бросил школу и задумался о карьере сутенера. Пока эта идея оставалась в мыслях, Унтервегер подрабатывал официантом и рабочим. С подросткового возраста он регулярно попадал в полицию. С 1966 по 1974 его судили 16 раз, в основном за кражи и сексуальное насилие в отношении проституток. Свое первое убийство он совершит в 1974 году. Джек решил отдохнуть после тяжелой рабочей смены. Он зашел в бар и познакомился с 18-летней официанткой по имени Маргарет Шефер. Девушка ему понравилась, и парень предложил ей уединиться в своей квартире. Но во время секса произошло что-то неожиданное. Джеку показалось, что Маргарет ведет себя слишком развязно, раз согласилась переспать с ним в первый же вечер знакомства. Девушка напомнила ему мать, и он воспылал к Шефер такой же ненавистью. Проведя параллель между двумя женщинами в своем воспаленном воображении, Джек разозлился и набросился на Маргарет. Он задушил ее бюстгальтером, завязав тот самый узел, которому его научил дедушка. Поскольку нашлись свидетели, которые видели Унтервегера, когда он покидал бар с Маргарет, его быстро обнаружили правоохранительные органы. Парень предстал перед судом. Джек не стал отпираться, но откровенно лгал и настаивал на том, что его жертва была проституткой. Он искренне был убежден, что падшие женщины не имеют права жить и должны быть уничтожены. Суд назначил преступнику наказание в виде пожизненного срока. Однако после 15 лет пребывания в тюрьме он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Пока Джек отбывал свой срок, всплыло еще одно убийство, совершенное им за год до этого. Его жертвой стала молодая девушка югославского происхождения Марика Хорват. Но с учетом того, что убийца и так отбывает в тюрьме пожизненное заключение, отдельный процесс по делу об убийстве Марики проводить не стали.
Джек отбывал срок в широко известной тюрьме Грац-Карлау, третьей по величине в Австрии. В ней заключенных старались перевоспитывать, чтобы к концу срока они могли успешно реинтегрироваться в общество. Для этих целей там издавали литературный журнал, звездой которого быстро стал Джек. В заключении он посвятил себя самообразованию, окончил курс средней школы, прочитал множество книг. Результатом его нового увлечения стало то, что в 1983 году он написал и опубликовал книгу «Чистилище» или «Путешествие в дом заключения», в которой Джек описал свою жизнь до ареста и постарался разобраться, что именно довело его до нынешнего положения. Особой глубиной мысли данное произведение не отличалось, но то, что книга была написана человеком, осужденным за убийство, повысило интерес публики. Книга стала бестселлером в Австрии и ФРГ. Первый успех вдохновил Унтервегера на новое произведение, и через пару лет появилась его вторая книга «Тюрьма», в которой Джек пытался донести до читателя собственные мысли о тюремных порядках и необходимости реформирования системы исправления. Эта книга тоже пользовалась популярностью, и вскоре Душитель получил предложение. Его попросили написать пьесу на тюремную тематику, что тот с удовольствием и сделал. Позже он создал еще одно произведение, а также сборник стихов. Обе пьесы были поставлены в лучших театрах Вены, а Джек стал настоящей знаменитостью. Литературные критики высоко ценили его творчество. Среди авторов тюремного журнала он оказался едва ли не самым талантливым. Ему предложили работу на местной радиостанции. С тех пор раз в неделю в тюрьму приезжал оператор с микрофоном и записывал, как Унтервегер читал произведения для детей. Для интеллектуалов преступник воплощал надежду на то, что, озвучив те или иные проблемы, мы можем решить их. Мы очень хотели верить ему, позже рассказывал журналистам писатель и ведущий Петер Хюмер. В 1986 году Джек получает австрийскую премию за лучшее драматическое произведение года. В Австрии заключенные имели право пользоваться своими денежными средствами. За все издания, постановки пьес и записи на радио ему платили деньги. И после получения звездного статуса гонорары начали расти в геометрической прогрессии. Джек недолго думал, куда вложить полученные богатства. Он понимал, что репутация дороже денег, и основал свой журнал «Вордбрюке» для начинающих авторов. В конце 1980-х интеллектуальная элита Австрии, в том числе будущая нобелевская лауреатка по литературе Эльфрида Элинок, начала кампанию за освобождение Унтервегера. Сам Джек также активно стремился освободиться и подал прошение о помиловании. Борьба за право быть свободным продлилась 3 года. Было проведено 4 психолого-психиатрические экспертизы, на которых Душитель рассказывал, как он перевоспитывался. Врачи сочли его рассказы искренними, а вот у тюремщиков и юристов остались подозрения. Министр юстиции лично обратился к австрийскому президенту с просьбой не освобождать убийцу. В своем обращении он назвал Джека глубоко деструктивным социопатом с явно агрессивной сексуальной девиацией. Он заявлял, что как только тюремный писатель окажется на свободе, он вновь начнет убивать. Президент в течение долгих 9 месяцев размышлял над сложной ситуацией. Выпускать ли приговоренного к пожизненному заключению маньяка или все же уступить давлению культурной элиты. В конечном итоге культурная чаша весов перевесила, и в 1990 году Джек Унтервегер выходит на свободу. После освобождения бывший заключенный селится в Вене. Спустя какое-то время он устраивает литературное турне. Джек представляет свои книги и пьесы общественности, а также общается с читателями и критиками. На волне всеобщего признания его приглашают даже на телевидение. Джек не боялся камер и легко дискутировал на любые темы. Заработанные в тюрьме деньги позволили ему жить роскошно. Он носил шелковые костюмы, ездил на дорогих автомобилях, украшал себя золотом и много путешествовал. Австрийская интеллигенция считала, что бывший заключенный может стать успешным членом общества, и преступников нельзя стигматизировать. Мы решили, что мы известные люди в своей стране, и наш долг – помочь тому, кто стал жертвой социальной несправедливости, говорил журналист Гюнтер Неннинг. Первое убийство Джек совершил спустя 2 недели после освобождения. Его жертвой стала 31-летняя Хайди Хаммерер. Причиной смерти женщины было удушение. На ее шее
обнаружен черный чулок, завязанный особым специфическим узлом. Следователи установили, что мужчина привез труп на машине и перенес его по склону в самое отдаленное место. Но несмотря на это, тело обнаружили достаточно быстро. Еще одним немаловажным моментом было то, что преступник не оставил ни одной серьезной зацепки. Несколько тонких красных нитей. Это единственное, что удалось обнаружить следователям. При этом на жертве не было ни одной вещи красного цвета. Через 5 дней после первого убийства на другом конце страны в лесу было обнаружено тело еще одной жертвы. Ей стала проститутка Брунгильда Массе, которой было 34 года. Женщина была задушена петлей, сделанной из ее собственного бюстгальтера. Однако эти два преступления не объединили в серию. Если труп Хаммерер был просто брошен, то тело Массе преступник прикопал и забросал ветками. На следующий день стало известно о пропаже 24-летней проститутки Эльфреды Шремпф. Ее искали в течение 7 месяцев. Когда останки жертвы все же обнаружили, ее тело сильно разложилось, поэтому определить причину смерти не представлялось возможным. Поскольку девушка пропала в том же районе, где было совершено убийство Брунгильды, местная полиция связала эти факты и заявила о появлении маньяка, но широкой огласки данная версия не получила. Далее в Вене пропали еще 4 проститутки. Все жертвы были задушены с применением странного узла. Одна из убитых была замужем и воспитывала 9-летнего сына. Возможно, маньяк нашел домашний телефон в ее записной книжке, потому что вскоре после убийства он позвонил мужу девушки и сообщил, что задушил его жену. Мужчина тут же обратился в полицию. Случаи 4 исчезновений объединили в одно дело. С этого момента в Вене начали искать маньяка. Любопытно, что узнав о начале расследования, в кабинет к следователю явился Джек. Он пришел расспросить о ходе расследования на правах журналиста. Руководитель позже вспоминал, что во время интервью Унтервегер проявлял поразительную настойчивость. Его интересовала каждая деталь и вся информация, которая была известна полиции. Однако тогда Эдельбахер, руководитель расследования, мог сообщить ему лишь о незначительных фактах. Расследованию дела венского душителя помогло одно интересное обстоятельство. Бывший следователь Огаст Ченнер, который раскрывал убийство 18-летней Маргарет Шеффер в 1974 году, прочитал статью о первом австрийском маньяке. Он обнаружил, что убийство Шеффер и продолжающаяся серия убийств абсолютно идентичны. Ченнер узнал, что осужденный вышел на свободу. Огаст был уверен, что убийцей был Джек. Он связался с венскими следователями, однако никаких доказательств он предоставить не мог. Эдельбахеру не хотелось верить в то, что именно Джек причастен к убийствам. Однако время шло, количество трупов множилось, поэтому он должен был срочно найти убийцу. Эдельбахер все же прислушался к словам Ченнера и взял дело Унтервегера в разработку. Детали преступлений действительно были схожими, но у них было одно главное отличие. Джек знал Шеффер, к тому же она не была проституткой, а венский душитель убивал только незнакомых женщин, которые оказывали услуги сексуального характера. Кроме того, статистически серийные убийцы практически всегда находят своих жертв в одном и том же месте, а не путешествуют по миру. Тем не менее, Эдельбахер установил круглосуточную слежку за новым подозреваемым, а его телефон начали прослушивать. Следователь ознакомился с материалами дела 1974 года. Он поговорил с Унтервегером и попросил его рассказать о деталях убийства Шеффер, отметив, что оно похоже на преступление венского душителя. Джек занервничал и отказался обсуждать события 1974 года. Но он сообразил, что такое поведение выглядит подозрительно, и тут же заявил, что хотел бы помочь, но он ничего не помнит из деталей убийства Шеффер, поскольку был сильно пьян. Эдельбахер был уверен, что Джек лжет, ведь к тому времени следователь уже изучил подробности того преступления. Он знал, что Унтервегер во время допросов по делу об убийстве Маргарет сообщал правоохранительным органам подробную информацию. Эта ложь и подозрительная нервозность Унтервегера побудили Эдельбахера продолжить беседу. Он поинтересовался у Джека, бывал ли тот в районе красных фонарей и как вообще организована его половая жизнь. Маньяк поспешил заверить, что проститутками не интересуется, поскольку не страдает от недостатка женского внимания. В подтверждение своих слов он назвал 6 женских фамилий, заявив, что поддерживает с ними интимные отношения на регулярной основе. Венская полиция проверила женщин, которых назвал убийца. Все они подтвердили его заявление. От страха
а может быть и по хитрому расчету, Унтервегер признался в отношениях с несовершеннолетней девушкой по имени Бианка Мрак. Он добавил, что все происходит по обоюдному согласию. Возможно, таким образом Джек пытался отвлечь стражей порядка от своих страшных деяний. Между тем, следователи отметили интересное совпадение. Пока они работали с Джеком, убийства прекратились. Тогда же, в это время полицейские из Австрии узнают, что, оказывается, первое убийство произошло в Чехословакии, а первой жертвой венского душителя была Бланка Бочкова. Тело девушки нашли в нескольких километрах от Праги в сентябре 1990 года. Она была задушена серыми чулками. Свидетели видели, как в ночь убийства Бочкова вышла из бара с мужчиной, которому было около 40 лет. Второй удар убийца нанес в ночь на 19 июня 1991 года. 20-летняя проститутка Шеннон Эксли была задушена собственным бюстгальтером. Неделю спустя бездомный мужчина, который собирал дрова в промышленной зоне вдоль реки Лос-Анджелес, наткнулся на тело еще одной девушки. Она лежала на спине под большим грузовым прицепом. На шее жертвы был туго завязан бюстгальтер. Большая часть одежды на девушке отсутствовала. Рядом с ее телом лежали лишь носок, футболка и шприц для подкожных инъекций. Это была 33-летняя Ирен Родригес, которая прибыла в Лос-Анджелес в апреле 1991 года. Утром 11 июля 1991 года двое мужчин обнаружили тело девушки. Ее футболка была задрана до плеч, а шея туго перетянута бюстгальтером. Полиция установила ее личность по отпечаткам пальцев. Это была Шерри Лонг, проститутка. В Америке эти три убийства сразу объединили в серию, и тут пришло сообщение из Австрии с просьбой сообщать о похожих преступлениях. К составлению поискового психологического портрета предполагаемого убийцы-душителя был привлечен Брэк МакКрэри. Он, изучив материалы, предоставленные австрийской стороной, и данные полиции Лос-Анджелеса, согласился с тем, что в обоих странах действовал один и тот же убийца. Преступник затягивал одинаковые узлы, использовал в качестве петли одни и те же предметы одежды, пользовался презервативом, перемещался на машине и в ней же совершал убийство. Совпадений было очень много, и они не могли быть случайны. В Австрию для более детального ознакомления с делом были направлены сотрудники ФБР. Когда они доехали до Вены, местная полиция уже получила информацию о том, что Джек Унтервегер в момент убийства 3 американских проституток находился в Лос-Анджелесе. Как только убийца вернулся в Австрию, его ожидало приглашение для беседы в знакомый кабинет Макса Эдельбахера. После беседы со следователем у душителя не выдержали нервы. Как только он покинул полицейский участок, то сразу бросился в бега вместе со своей возлюбленной, несовершеннолетней Бьянкой Мрак. Они добрались до Парижа, а оттуда улетели в Майами. Выбор пал на этот город, потому что Мрак очень любила криминальный сериал «Майами Вайс». Пока убийца был в бегах, австрийская пресса выступала за его невиновность, а полиция собирала доказательства. Он жил в отличной квартире в хорошем районе, он не был похож на убийцу, говорили позже знакомые Джека. Поклонники его творчества отказывались верить в то, что человек, способный так тонко чувствовать и понимать мир, может быть убийцей. Данное обстоятельство позволило полиции объявить его в розыск и получить ордер на обыск квартиры популярного журналиста. Во время обысков полицейские нашли красный шарф. Выяснилось, что именно его фрагменты были обнаружены на одежде убитой Хаммерер. Также в квартире были обнаружены все чеки и квитанции, которые Джек скрупулезно собирал. Полицейские смогли не только проследить все его перемещения, но и узнать, какими автомобилями он пользовался. Им удалось найти машину, на которой он ездил в Чехословакии. К этому моменту ее уже разобрали, но кресла хранились в мастерской. На сиденье было найдено несколько волос. Швейцарские ученые провели ДНК-тесты и подтвердили, что один из них принадлежал убитой Бочковой. Все эти улики были косвенными. Они подтверждали лишь, что Унтервегер встречался с убитыми женщинами, когда они были живы. Маньяк был арестован американскими маршалами в Майами 27 февраля 1992 года. Но в этот момент Унтервегер сделал ход конем. Он обратился в СМИ с заявлением, что злобные полицейские хотят повесить на него убийство, потому что он разоблачал исправительную систему Австрии.
В Европе началось движение в защиту невинно арестованного журналиста. На его стороне осталась и Бьянка Мрак, с которой они сбежали в США. Он не мог убить их, они были не в его вкусе. У Джека были очень красивые и заботливые руки. Он делал ими очень милые и нежные вещи. Я не могу представить, чтобы он мог убивать этими руками, говорила она журналистам. До последнего Унтервегера оправдывал и его коллега Петер Хюмер, один из тех, кто искренне верил в успешность проекта по перевоспитанию. Если бы он был убийцей, это было бы одно из главных дел столетия. Статистически, шансы того, что я могу быть знаком с таким человеком, очень малы, поэтому я думаю, что он невиновен, говорил Хюмер. После этого было принято решение слушать дело венского душителя в Австрии. Там все-таки имелись более веские доказательства, нежели в США, и более реальные шансы убедить присяжных в виновности маньяка. Преступник был экстрадирован в Австрию 27 мая 1992 года и обвинен в 11 убийствах. Адвокатом маньяка стала Астрид Вагнер. Они вступили в интимную связь, и женщина так увлеклась Джеком, что даже бросила жениха. Тем не менее, влюбленному в своего подзащитного адвокату не удалось убедить присяжных в его невиновности. Интересно, что поначалу на суде Унтервегер вел себя уверенно и был убежден, что его оправдают. Он отрицал свою причастность к убийствам и давал показания с улыбкой на лице. Но к концу процесса преступник становился все мрачнее и мрачнее. Маньяк до самого последнего момента пытался настаивать на своей невиновности. На основании психиатрической экспертизы австрийский психиатр доктор Рейнхард Халлер поставил ему диагноз – нарциссическое расстройство личности и представил свои выводы в суде 20 июня 1994 года. Но обвинители из Австрии и США смогли убедить присяжных в виновности подсудимого. Это уникальный случай, когда обвинения представляли правоохранители сразу двух стран. В итоге 6 из 8 присяжных признали его виновным в 11 убийствах. И 29 июня 1994 года суд на основании этого вердикта приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы, без права досрочного освобождения. Всего через 9 часов после вынесения приговора маньяк повесился в собственной камере. В качестве веревки он использовал шнурки от ботинок и шнурок от спортивного трико. Завязанный на этой импровизированной веревке узел был полностью идентичен тем узлам, которые повязывал своим жертвам венский душитель. Забавно, что перед уходом из жизни Джек написал 2 письма своим возлюбленным – Астрид и Бьянке. Вот только отправил их не по нужным адресам. То, что предназначалось Астрид, ушло Бьянке. И наоборот. Разумеется, маньяк сделал это сознательно. Каждая из любовниц узнала, что любимый обсуждал и высмеивал их в разговоре с соперницей. Мелкая, странная подлость в духе Джека Унтервегера. На основании психолого-психиатрической экспертизы венскому душителю поставили диагноз нарциссическое расстройство личности, которое проявляется в чрезмерном интересе к себе, своей внешности, успехам и достижениям, а также в желании получать постоянное признание и восхищение со стороны окружающих. Нарциссы часто проявляют эгоизм, агрессивность и неспособность к эмпатии. Одним из основных признаков отклонения является непомерная уверенность в своих способностях и талантах, а также стремление к постоянному подтверждению собственной значимости и важности. Люди с высоким уровнем нарциссизма склонны к самовосхвалению и преувеличению своих достижений. Патогенез нарциссического расстройства личности заключается в нарушении развития самосознания и самоидентификации. У людей с этим отклонением они остаются незавершенными или деформированными. Пациенты не осознают свое истинное «я», а строят фальшивое «я», которое должно соответствовать их грандиозным фантазиям о себе. Они не принимают собственную реальность, а отрицают или искажают ее. Нарцисс не способен выстраивать здоровые взаимоотношения с окружающими. Он использует их для подтверждения своего фальшивого «я». Больной не может адаптироваться к изменениям или критике и реагирует на них гневом или обидой. Также Джека Унтервегера можно отнести к организованному несоциальному типу убийц. Личностные особенности организованного преступника отражаются в стиле его жизни, домашней обстановке и внешности. Все в его жизни разложено по полочкам, и каждому предмету отведено свое место. Организованному преступнику трудно отказаться от привычных способов поведения. Модус операнди у Джека
был постоянен и не менялся даже спустя 15 лет нахождения в тюрьме. Также душитель собирал и структурировал все документы и чеки у себя дома. Благодаря ним полиция смогла связать преступления в разных странах. Также организованные преступники внимательно отслеживают информацию в СМИ. Они смотрят телепередачи и проверяют другие источники, могут даже сотрудничать с правоохранительными органами ради получения интересующей их информации. Благодаря своему интеллекту, умению разбираться в людях, организованный преступник может заранее предвидеть возможные вопросы следователя и заготовить выгодные для себя ответы. Венский душитель всегда следил за новостями о своих преступлениях. Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете, почему психиатры и правоохранительные органы допустили освобождение Унтервегера на свободу? Неужели они действительно поддались давлению общественности? Свои ответы оставляйте в комментариях.